Глава 231. Меч и пламя. Сражение вот-вот начнется. Чутянь медленно вынул из ножен адский меч и с непринужденным видом произнес: «Молодой мастер небесного меча на самом деле быстро выздоровел. Всего несколько недель, а ты вернул себе героическое могущество». Действительно удивляет, Чу Син Хэ медленно открыл глаза и обвел арену пристальным острым взглядом. Засвистела сталь, и за спиной Чу Син Хэ появились несколько золотых мечей, которые превратились в холодный сияющий барьер. «Весьма красиво», — покачал головой Чутянь, «но золото только украшает тебя». Чу Син Хэ не тратил силы на перепалку с Чутянем. Он схватил золотой меч, вонзившийся в землю. Синий халат трепыхался, но ветра не было. Мечи, что были у него за спиной, взмыли в небо, и воздух наполнился пронзительным уханьем тысячи ястребов. Шумная арена мгновенно утихла. Зрители застыли. Они нервно сглотнули, а глаза их чуть не выскочили из орбит, словно они только что увидели призрака. Чу Син Хэ напоминал генерала, а летающие мечи походили на его солдат. Десятки мечей взмыли к облакам и разделились на части, вмиг превратившись в несколько тысяч мечей. Ураган летящих золотых мечей, окруженный холодной ци меча, устремился к земле. Давление света заставляло землю трескаться. Силы ауры было достаточно, чтобы давить горы и иссушать реки. Падение 10 тысяч мечей. Раздался хладнокровный голос Чу Син Хэ, напоминающий голос Бога. Словно поняв приказ, золотые мечи превратились в поток золотистого цвета, который устремился к Чутяню. Мощная аура, вопящий ветер, невообразимая скорость. Мечи падали потоком дождя, у всех перехватило дыхание. Слишком быстро, слишком сильно. Все поняли, что Чу Син Хэ достиг 5-го уровня пробужденной души. Чутянь, будучи на 1-м уровне пробужденной души, победил культиватора 3-го уровня пробужденной души, однако Чу Син Хэ, будучи на 4-м уровне пробужденной души, избил культиватора 5-го уровня пробужденной души и сразился с культиватором 6-го уровня пробужденной души. А теперь Чу Син Хэ достиг 5-го уровня пробужденной души, финал будет непростым. Искусство меча Чу Син Хэ стало гораздо более суровым. Было ясно, что его культивационные техники тоже вышли на новый уровень. В царстве прославленной души Чу Син Хэ был непобедим, с ним не могли сравниться даже главы 3 семей. Слишком силен. Он действительно оказался слишком силен. По сравнению с Чу Син Хэ 3 молодых мастера были просто отбросами, загорелся его фонарь разума. Высвободилась вся мощь его божественного чутья. Ощутив давление божественного чутья, Чу Син Хэ холодно улыбнулся. Он и правда глупец, это бесполезно. От мечей нельзя было уклониться. Выход был только один — уничтожить 10 тысяч мечей. Неужели Чутянь этого не понимал? Этот дождь мечей был идеальной сетью. Он охватывал все точки, даже слепые зоны. С ними не могло справиться даже божественное чутье. Шансов на побег не было, иначе бы он не пытался уклониться, нефритово-черный древний меч высвободил сильную разрушительную мощь, которая в несколько раз усилила ауру Чутяня. Дух древнего черного меча был связан с разрушением, поэтому, когда появился меч демонического бога, воздух наполнила аура демонического бога, а все вокруг разрушила дикая сила. На Чутяня падали бесчисленные мечи, однако свирепая сила разбивала их на куски. Обломки падали вокруг Чутяня, словно дождь. Его настигло несколько мечей, но они разбились о барьер звездного света. Члены 3 семей запаниковали. Царство прославленной души — это была мощь царства прославленной души. Как Чутянь смог стать таким сильным, это было невозможно. Все ясно видели, что Чутянь прорвался на 4-й уровень пробужденной души и стал истинным экспертом царства прославленной души. Но он не мог быть таким сильным, даже заручившись мощью духовного источника. Одним движением он уничтожил все летящие мечи. Чутянь спокойно стоял под дождем из мечей. Чу Син Хэ смотрел на него, на лице у него не отражалось ничего. Жестокая буря продолжалась, но казалось, что и нападающему, и обороняющемуся совершенно все равно. И нападающий, и обороняющийся не обращали внимания на атаку, способную уничтожать сталь. Это ясно показывало, насколько они могущественны. Это было странно. Члены семьи Чу не могли ничего понять, почему Чутянь вдруг прорвался. Объединившись, 3 семьи заблокировали поставки торговым к чуду, и Чутянь не мог создать святую таблетку. Сил его духовного источника оказалось достаточно, чтобы отбить эту мощную атаку. Почему духовный источник Чутяня так силен? Духовный источник в виде нефритово-черного меча мог сравниться с духовным источником божественного класса. Одного этого было достаточно, чтобы все культиваторы семьи Чу оторопели. Огромный массив мечей, но сила слишком распылена. Вокруг Чутяня лежали обломки мечей. Покажи истинную силу, раз хочешь меня убить, как пожелаешь. Чу Син Хэ был совершенно спокоен. Неважно, прорвался он или нет. Он мог бы сопротивляться, будь они на одном культивационном уровне. Чутянь был на уровень ниже Чу Син Хэ, поэтому Чу Син Хэ не считал, что он проиграет.
Из тела Чу Синхэ вырвался золотистый водяной дракон, а обломки мечей, разбросанные по земле, собрались вместе, словно их притянуло магнитом. Взревев, духовный источник в виде дракона превратился в драконов длиной по 5-6 метров. Небо, заполненное золотистыми драконами, превзошло все ожидания толпы, которая была не готова к такому прекрасному зрелищу. Золотой свет, исходящий от драконов, был таким ослепительным, что зрителям пришлось закрыть глаза. 360 блуждающих драконов. Мог ли меч демонического бога остановить полчище водяных драконов? 360 золотистых драконов напоминали пираний, которые заметили добычу. Нахмурив брови, Чутянь вдруг вскинул руку и указал мечом на небо. Земля вокруг него пошла трещинами, небо заполнилось синим пламенем, которое превратилось в сотни огненных шаров. Каждый шар быстро превратился в огненного демона с 2 рогами. Навстречу золотистым драконам вышли сотни огненных демонов, все они были двойниками из ада. Они были не очень сильны, но их взрывная мощь поражала. Огненные демоны столкнулись с золотистыми драконами, раздались взрывы, и небо наполнилось пламенем и ошметками драконов. Чу Синхэ несколько рассвирепел. Откуда у этого парня столько техник? Не стоит терять время, нужно покончить с ним одним ударом. Человек и меч сливаются воедино. Произнес Чу Синхэ, и небо наполнилось кровожадностью. Он вскинул руку, из его меча вырвался огромный меч, который взлетел к облакам. Искусство небесной резни. Столкнувшись с неистовицей меча, адское пламя перекинулось на лезвие духовного источника в виде меча, чтобы приумножить его силу. Сжав пылающий меч, Чутянь шагнул вперед и нанес удар, способный встряхнуть реки и горы. Это была третья техника меча адского пламени, которая не отличалась скоростью и незаметностью, зато обладала разрушительной мощью. Призрачный удар, в воздухе столкнулись синяя ци меча и золотистая ци меча, арена задрожала, наконец победила золотистая ци. Врезавшись в тело Чутяня, она разбила барьер из звездного света, который защищал его. Однако ци меча ослабла и не смогла убить Чутяня. Она лишь нанесла ему небольшой урон. Из уголка рта Чутяня потекла кровь. Он рассмеялся. «Твоя уникальная техника на меня не очень-то действует», сказав это, Чутянь восстановил бессмертное звездное тело. Уникальная техника. Ошибаешься. Заискрились глаза Чу Синхэ. За его спиной бешено переплетались сотни драконов. Я покажу тебе по-настоящему уникальную технику. Дико взревев, 100 драконов превратились в одного огромного дракона длиной в 10 метров. Было видно каждую чешуйку, каждая чешуйка была острой, как наточенное лезвие, они испускали жесткую ци меча. Арена наполнилась гневом невероятного зверя. У всех перехватило дыхание. Это аура золотистого дракона или настоящий дракон, следующее происшествие потрясло всех. Водяной дракон оказался возле Чу Синхэ и проглотил его. Чу Синхэ слился с огромным драконом. Человек стал драконом, а дракон — человеком. Неожиданно огромный водяной дракон стал сильнее и растянулся на 100 метров. Взмахом хвоста он пробил в арене каверну. В центре каверны виднелась выбоина, оставленная как будто бы огромным мечом. Толпа умолкла. Это было какое-то волшебство. Действительно впечатляет. Изменился в лице босс Юй. Культиватор царства прославленной души не может обладать такой силой, это мощь царства истинной души. Когда Чу Синхэ превратился в могущественного золотистого дракона, Чутянь вдруг посерьезнел. В башне испытания Чу Синхэ стал одним целым с мечом, но теперь он слился с водяным драконом. Дракон был создан из ци меча и был твердым, как сталь, совершенно неуязвимым. Причинить дракону боль не смог бы даже обычный культиватор царства прославленной души, не говоря уж о Чу Синхэ, который скрывался в теле дракона. Сила Чу Синхэ возросла в несколько раз. Его боевая мощь уже не могла сравниться с мощью, которой он обладал в башне испытания. Золотистый дракон плюнул в Чутяня золотистой ци меча, которая тут же устремилась к нему. Барьер из звездного света рассыпался на осколки, а Чутяня отбросило на другую сторону арены. Что-то не так. Ты уже потратил большую часть духовной энергии. Уже применил все свои техники. 100-метровый золотистый дракон кружил в воздухе, гремел пугающий, пронизывающий голос. А я только начал. Глава 232. Золотистый водяной дракон против огненного демона. В сражении с 3 главами семей Чу Синхэ, превратившийся в водяного дракона, который превосходил царство прославленной души, не только оказался бы в выгодном положении, но и имел шанс на победу. Золотистая ци меча, вырвавшаяся из пасти золотистого дракона, проникла в защиту Чутяня. Это было не что иное, как обычная атака Чу Синхэ. Он еще не применил истинную силу.
Их силы не соответствовали друг другу, а Чу Синхэ не только был на высшем уровне, но и лучше владел культивационными техниками. Тайное искусство духовного меча семьи Чу было известно как культивационная техника семьи Чу, способная на сильнейшие атаки. Искусство меча имперского дракона, которым владел Чу Синхэ, было древним наследием и не уступало мечу адского пламени, которое изучал Чутянь. Применив интеллект и умения, Чутянь улучшил меч адского пламени, сделав его сильнее искусства меча имперского дракона, однако он до сих пор был лишь в царстве большого успеха. Два искусства меча Чу Синхэ, достигнув пика, дошли до высших царств. Этот разрыв нельзя было преодолеть так легко, даже для человека вроде Чутяня. Раз у тебя кончились уловки, покойся с миром. Чу Синхэ не хотел тянуть, если уж можно было закончить сражение одним ударом. Наконец-то он прикончит Чутяня, человека, которому не следовало рождаться. Золотистый дракон взревел. Из сверкающей чешуи на его теле вырвалась ци меча, превратившаяся в бурю из мечей. Огромный дракон словно превратился в меч, который мог уничтожить все вокруг. Хочешь закончить сражение одним ударом? Чутянь не мог сражаться с Чу Синхэ лоб в лоб, поэтому он понял адский меч и вложил в атаку всю духовную энергию. Вокруг Чутяня собралось свирепое призрачное адское пламя. Оно оседало не только на лезвии меча, но и прямо на Чутяне. Это зрелище потрясло всех зрителей. Что Чутянь делает? Он хочет сжечь себя. Я испытаю на тебе культивационную технику, которую создал собственными руками. Чутянь превратился в пылающего человека, из огня донесся голос. Превращение огненного демона. Пылающее тело Чутяня росло, пока не стало гигантом ростом в 10 метров. На голове пылающего гиганта было 2 рога, а за спиной пара крыльев, что придавало ему вид жуткого демона. Он источал холодную, зловещую ауру бездны, а окружающее его синее пламя превращалось в кристаллы. Это был слишком сильный ход, он превосходил все возможные представления. Как Чутян этого добился, Чу Синхэ, превратившийся в водяного дракона, слился со своим мечом воедино. Чутянь, превратившийся в огненного демона, слился воедино с адским мечом. Эта техника уходила корнями в 9 изменений демонического бога. Это был очень опасный ход, потому что Чутянь не мог спастись от адского пламени. Чтобы уравновесить его, ему нужно было сердце демона. Сердце демона было жизненно важным ядром огненного демона, и с его помощью Чутянь мог превратиться в огненного демона. Сила огненного демона зависела лишь от Чутяня. Если бы адское пламя стало сильнее, у Чутяня стало бы больше духовной энергии, а призванный демон по имени Ад стал бы могущественнее. Когда Чутянь призвал Ада, будучи на пике 3-го уровня пробужденной души, Ад был на 5-м уровне пробужденной души и победил Шангуань Джэньфэя одним ударом. Сила Чутяня росла вместе с силой Ада. Чутянь призвал дух адского меча и объединил его со своим телом, после чего превратился в огромного пылающего демона. Золотистый дракон высвободил ци меча. Огненный демон с ревом взмыл в небо. Вырвалось темное пламя, а в руке у него появился огромный меч. Этот меч содержал силу демонического бога, разрушительную мощь, которая могла смести все. Все один удар мечом, и ци меча золотистого дракона пала, Чу Синхэ наконец изумился. Это было невозможно. Пока золотистый дракон оторопело стоял N месте, огненный демон размахивал огромным черным мечом демонического бога. Сила, способная уничтожать горы и реки, пала на золотистого дракона, отрубив от его неуязвимого тела кусок плоти. Тот отлетел на арену, оставив в земле глубокую вмятину. Арена задрожала. Огненный демон, вооруженный мечом, преследовал золотистого дракона. Взмахнув хвостом, золотистый дракон высвободил свирепую ци меча. Огненный демон быстро остановил ее, но все же отступил назад. Сражение потрясло всех до глубины души. Один превратился в золотистого водяного дракона, а другой — в огромного огненного демона. Сражение превзошло все ожидания, оно стало битвой, поражающей и богов, и демонов. Оба противника были культиваторами царства пробужденной души, золотистый дракон принялся вращаться, превратившись в огромную золотистую дрель, породил бурю ужасающей ци меча. Вскинув меч, огромный огненный демон стал собираться силами. «Умри!» Золотистая буря превратилась в огромный золотой меч. С тела дракона слетели все чешуйки, они превратились в этот меч, который летел прямо к огненному демону. Рухнул огромный черный меч, который разрушил все летящие мечи. Огненный демон снова занес меч, пылающий черным, и собрался силами. Чутянь сосредоточился на мече, призвав на помощь тело, дух оружия и его духовный источник. Этот удар определял, выживет он или погибнет, он либо проиграет, либо выиграет, третьего не дано, Чу Синхэ не колебался. К смерти могла привести малейшая осечка, поэтому ему оставалось лишь победить, десятки тысяч мечей слились в огромный золотистый меч. Окруженный аурой, сотрясающей небеса,
Он обрушился на огненного демона, искусство небесной резни, человек и меч. Это были слившиеся воедино человек и меч. Чу Син Хэ стал собственным мечом, удар адского призрака. Чу Тянь нанес стремительный и мощный удар, который содержал не только силу Чутяня и его духовного источника, но и силу духа оружия. После этого удара дух оружия ослабнет и погрузится в глубокий сон, два меча яростно столкнулись. Земля вокруг арены пошла трещинами, а защитное поле с силой взорвалось. Страшная энергия превратилась в бурю, которая рвалась во все стороны. Зрителей, которые сидели возле самой арены, даже отбросило назад. Слишком сильно. Это были два чудовища. Чуши, наблюдающий за ними издалека, нахмурился. Не понимая, кто же победил, он отдал приказ: «Давай. Сейчас же. Убей Чутяня. Убей всех, кто имеет отношение к торговому чуду». Скрывающийся в тени мечник семьи Чу, вооруженный мечами, выскочил из укрытия. Толпу вмиг охватил хаос. Убивают. Семья Чу убивает людей. Приказ Чуши был очень зловещим. Он убивал не только людей торгового чуда, но и всех, кто имел к торговому чуду отношение. Он хотел, чтобы все поняли, кто настоящий хозяин центрального государства. Напомнить людям о серьезных последствиях неверного выбора могла лишь кровь. 800 лучших мечников семьи Чу шокировали всех. Четверть из них были культиваторами пробужденной души, а самый слабый достиг 9 уровня совершенного тела. Разделившись на группы, он скользили по арене, беспощадно убивая каждого, связанного с торговым чудом. Ублюдок. Сердито сжала кулаки Мэн Цину. Она и подумать не могла, что 3 семьи окажутся такими жестокими. Из-за недовольства торговым чудом они убивали невинных. Они косили жизни людей, словно траву. Мэн Цину смотрела, как от рук семьи Чу гибнут их соратники. Она беспокоилась, однако была беспомощна. Торговое чудо долго не развивалось, их единственной силой были наемники подземелья, однако они пока не могли обеспечить достаточную защиту. Как они могли сравниться с семьей Чу? В этот миг арена заполнилась жалобными, потрясенными воплями. Никто и подумать не мог, что сражение приведет центральный город к таким беспрецедентным переменам. В панике люди затаптывали друг друга, на арене царил хаос. «Отдай мне свою жизнь, Мэн Цину!» Вдруг Мэн Цин ощутила резкую ауру, которая заморозила ее. У себя над головой она увидела огромный меч, сила которого могла поворачивать реки вспять. Тайное искусство духовного меча. Искусство небесной резни. Чу Шаньхэ владел сильнейшей техникой семьи Чу. Жизни невинных людей ни капли его не заботили. Если Мэн Цину погибнет, торговое чудо потеряет одного из лидеров. Все равно, что Чутяню лишится руки. Мэн Цину не была слабым культиватором и практиковала бессмертное звездное тело. Но что с того? Чу Шаньхэ был главой семьи Чу, как Мэн Цин могла выжить после его удара. Остановить Чу Шаньхэ не могли даже 18 трупов инь. ПФ. Холодно фыркнул кто-то в толпе. Из толпы выскочила огромная серебряная акула и, раскрыв пасть, перекусила огромный меч. Чу Шаньхэ был поражен. Атаковать духовным источником мог лишь эксперт истинной души. Чэнь Бин Юй и Юнь Тяньхэ здесь не было. Неужели в торговом чуде был еще один эксперт истинной души? Но пусть даже это эксперт истинной души, Чу Шаньхэ нанес сильнейший удар тайного искусства духовного меча. Разве духовный источник мог так просто его блокировать? Что за чудовище встало у него на пути? Раскусив меч, огромная серебряная акула кинулась к Чу Шаньхэ. «Проваливай!» Чу Шаньхэ ударил акулу мечом. Акула рассыпалась на куски, и небо наполнилось светом. Среди лучей света виднелся седой старик с длинными волосами. Сжав ладонями шар воды, он выстрелил в Чу Шаньхэ, и шар рассыпался на бесчисленные бусины воды. Ах! Чу Шаньхэ не смог защититься полностью. Несколько капель вонзились в его тело. Пикировав к Чу Шаньхэ, босс Юй снова призвал огромную акулу, которая сжала Чу Шаньхэ в зубах. Она разорвала его пополам и выпила его кровь. Глава семьи. Семья Чу была потрясена. Уважаемый глава семьи Чу в самом расцвете сил, он мог бы управлять семьей Чу еще 20-30 лет, но погиб здесь, даже не поняв, кто его убил. Глава 233. Хаос в центральном городе. Босс Юй был проницательным, как сова. Иначе как бы банда огромной акулы за 20 лет совершила такой скачок? Босс Юй был не только жестоким и беспощадным, он еще и достиг 9 уровня пробужденной души. Приняв силу реликвии морской расы, он достиг царства совершенства. Хотя его сухопутная мощь не могла сравниться с морскими силами, он уже не был обычным человеком. Кто посмел убить главу семьи Чу? Умри.
Воздух наполнился холодным ветром, рассвирепев, Чуши призвал духовный источник, вытащил из ножа кроваво-красный меч и кинулся к боссу Юю. Аура окутала босса Юя кровавым туманом. Это был дух оружия Чуши, который за многие годы убил столько человек, что уже мог погружать разум человека в хаос. Загипнотизированный мечом, босс Юй увидел множество иллюзий, но быстро вырвался на свободу и блокировал удар алого меча посохом из рыбьей кости. Босс Юй сделал несколько шагов назад, а посох задрожал. На белой кости осталось красное пятно. Оно будто медленно разъедало посох. «А ты весьма способен». Посмотрел на него из-под маски босс Юй, сверкая голубыми глазами. Семья Чу заслуженно стала одной из 4 великих семей. Уже давно никто не заставлял меня так сражаться. Отдай мне свою жизнь, незнакомец. Чуши снова призвал красное сияние. Тайное искусство духовного меча. Удар бурного шторма. На волю вырвались лучицы меча, каждый из которых породил свирепый шквал атак. Босс Юй нахмурился. Эта атака была направлена не только на него, но и на Мэн Цин У и всех окружающих. Чуши понимал, что культивация босса Юя не так уж и велика, поэтому сначала решил убить Мэн Цин У. Барьер бога рыб. Босс Юй бросил посох перед Мэн Цин У, и ее заслонил водяной барьер, который был тонок, как крыло цикады, но обладал удивительной стойкостью. Острый меч Чуши не смог рассечь его. Ах! Ах! Окружающим повезло меньше. Почти все не смогли уклониться, и ци меча поразила их, мгновенно поведя счет жертв на сотни. Чутянь приказал боссу Юю защищать Мэн Цин У, но не кого-то еще. Босс Юй был безжалостным, другие люди его не волновали. Он хотел лишь покончить с Чуши, Чуши приготовился атаковать, но в него полетели несколько шариков воды. Казалось бы, обычные капли упали на кроваво-красный меч и взорвались жестокой силой. Сила заставила Чуши отступить. Что происходит? Кто это? Его культивационный фундамент крепче, чем у Чэнь Бин Юй. В центральном государстве не было такого человека. Пока Чуши не мог оправиться от потрясения, сражение на арене подошло к концу. Арена была покрыта трещинами, а бледный Чусин Хэ лежал на земле. Чутянь получил несколько ранений, но он хотя бы держался на ногах. В решающий момент Чутянь снова победил, Чутянь забил Чусин Хэ. «Убейте его! Убейте его!» Сердито выкрикнул Чуши. «Убейте Чутяня!» На арену выскочили десятки экспертов семьи Чу. Раненый Чутянь сражаться не мог, это был отличный шанс расправиться с ним. Они не думали, как будут объяснять это имперскому городу и маркизу Божественного Ветра. Если Чутянь не погибнет, 3 семьям придёт конец. «Умри, Чутянь!» Мечники семьи Чу приготовились атаковать. Кто посмел выйти против президента? Взмыв к небу, 4 человека призвали огромную серебряную акулу и остановили членов семьи Чу. Они с легкостью убили экспертов пробужденной души, 4 эксперта пробужденной души, Чуши был совершенно поражен. Все были поражены. Чутяня поддерживала такая сила, ситуация зашла в тупик. Несмотря на то, что экспертов у Чутяня было больше, семья Чу оказалась подготовленной и привела больше 200 экспертов пробужденной души. Можно сказать, они собрали всех. Среди них было несколько знаменитых экспертов пробужденной души, которые были полны решимости убить Чутяня. Братья Юй не смогли бы остановить их, даже объединившись. «Убейте Чутяня, и в награду вы получите 500 миллионов», — прорычал Чуши. «Убейте его». 500 миллионов золотых монет — эта сумма могла свести с ума любого жителя центрального города. Эксперты семьи Чу нападали на Чутяня, словно стая волков. Культивация босса Юя была выше, чем у Чуши, однако босс Юй хорошо сражался в воде. Чуши оказался довольно сильным, никто не мог одержать верх. 4 братьев окружили эксперты семьи Чу. Если бы им нужно было просто защищаться, они бы удержались, но им нужно было еще и защищать Чутяня, что лишь осложняло ситуацию. Мечники семьи Чу хорошо владели искусством меча и обладали высокой боевой мощью. Какое-то время 4 брата держались, но их все же ранили. Чутянь должен умереть любой ценой, 4 брата уже не могли справляться со шквалом атак семьи Чу. Несколько старейшин 5-го уровня пробужденной души ранили самого слабого, 5-го старейшину Юя. А потом устремились к Чутяню. Это был невероятно талантливый юноша, но ему суждено погибнуть от рук семьи Чу. Когда эксперты семьи Чу приготовились убить его, Лисенок вытащил марионетку, которая мгновенно превратилась в огромного демона адского огня. Демона окружала пугающая аура, которая была как минимум в царстве истинной души. Старейшин семьи Чу, которые нападали на Чутяня, отбросило назад.
Ударив кулаком, адский огонь в один миг сжег 5 старейшин, Чутянь рассмеялся. «Разочарую тебя, так легко меня не убить». Что это такое? Увидев адского огня, эксперты семьи Чу оторопели. Чутянь холодно произнес: «Прикончи их». Сердито взревев, адский огонь напал на членов семьи Чу. Убийство старейшин заметно подорвало боевой дух семьи Чу, чудовище оказалось слишком сильным. Проклятие. Глаза Чуши налились кровью. Превратившись в иллюзию ядовитой змеи, его кроваво-красный меч проскочил мимо босса Юя и направился к Чутяню. Адский огонь кинул огненный шар. Адский огонь был силен, как 8 маркизов, поэтому даже такой удар обладал могущественной силой. Когда Чуши поднял меч, чтобы отбить удар, духовная энергия, защищавшая его, полностью испарилась. Его силой отбросило назад. Отличный шанс. Превратившись в огромную акулу, босс Юй кинулся к Чуши. Чуши лежал на земле, совсем лишившись духовной энергии. «Я не хочу. Не хочу». Семью Чу погубил предатель. Сердито ревел Чуши, плюясь кровью. Каким престижем обладала семья Чу? Благодаря таким могущественным людям, как Чу Синхэ и экспертам, они властвовали несколько веков. Кто мог представить, что конец семьи Чу окажется таким? Семья Чу пала из-за члена семьи Чу. Какая ирония. Ты слишком много болтаешь. Чуши метнул в Чуши водяной шар, убив его на месте. Настоящий эксперт, которого прозвали мечом, пьющим кровь, который все эти годы был великой личностью центрального государства, погиб таким образом. Глава семьи погиб, удаленный великий старейшина погиб, с Чу Синхэ тоже было кончено, половина элиты семьи Чу была убита. На что надеялась семья Чу, однако на арене до сих пор царил хаос, лились потоки крови и погибали бесчисленные невинные люди. Вот и все, на что способен меч, пьющий кровь. Чутянь поднял над головой оружие высшего класса, оружие, которым сражался Чуши. Хватит сражаться. Удаленный великий старейшина Чуши мертв. Все кончено. Если вы сложите оружие, мы вас не убьем. Лица членов семьи Чу были бледными. Погиб не только глава семьи, но и великий удаленный старец. Почему они до сих пор не сдались? Семью Чу разбили в пух и прах. Семья Чу начала ронять мечи на землю, братья Юй с облегчением вздохнули. Семья Чу сдалась вовремя, ведь их боевая мощь действительно была на высоте. Если бы сражение продолжилось, 4 братьям пришлось бы еще тяжелее, семья Чу сдалась, а беды не закончились. Центральный город охватил хаос. Ло Ваньсян, удаленный великий старейшина семьи Ло, и Ло Лянчен, глава семьи Ло, вели армию, которая должна была напасть на торговое чудо Е-И, удаленный великий старейшина семьи Е, и Е-Удаа, глава семьи Е, атаковали штаб-квартиру семьи Юнь, резня вышла за пределы центрального города. Армия великого генерала Сюн Уцзи сражалась с волчьей кавалерией семьи Е, в войну втянула 4 великие семьи и военных. Вот-вот грядет кровавая буря и потекут реки крови. Погибнет множество людей, начнется передел власти. Трудно представить, какой жестокой будет война, центральный город окутали пожары, половину города заслало дымом, люди сражались на каждой улице. В войну вовлекли множество сил и экспертов. Чутянь нахмурился, мы должны быстро с этим покончить. Мэн Цин понимала, что если это продолжится, центральному городу конец. Центральный город был столицей. Если он окажется разрушен, королевство выйдет из себя. Торговое чудо не сможет избежать гнева королевства. 3 великие семьи были вековыми силами, у которых было много связей с другими силами. Если торговое чудо хочет их уничтожить, следовало сделать это незаметно. Иначе они разозлят важных людей из имперского города и пострадают от невообразимых последствий. Другого выбора у них не было. Центральный город стал хаотичным полем боя, такого не было за все века его существования. Торговому чуду придется воспользоваться моментом и, устранив всех конкурентов, закрепить свои позиции. Оккупировав центральное государство, они смогут противостоять различным влияниям, отдыхать было пока рано, им нужно было сражаться дальше. Глава 234. Хаос продолжается. Хаос на центральной государственной арене стих еще не скоро. Президент. Президент. Дело плохо. Прорываясь сквозь блокаду, рискуя жизнью, Линь Му с окровавленным лицом бежал к нему. Штаб-квартира уже в руках семьи Ло. Удаленный великий старейшина Ло Ваньсян с войском наступает. Мы не можем держаться так долго, у всех защемило в сердце. Центральное государство окутал хаос. Всюду ходили слухи. Торговому чуду не хватало боевой мощи, они не могли даже себя защитить, что уж говорить о том, чтобы остановить хаос.
Мэн Цину приказала Чэнь Бин Юй лично командовать штаб-квартирой торгового чуда, но теперь появился удаленный великий старейшина Ло Ваньсян, ситуация стала очень опасной. 3 семьи воспользовались моментом, чтобы уничтожить торговое чудо. Хотя их основной целью были торговое чудо и семья Юнь, силы, сотрудничающие с торговым чудом, не могли избежать беспорядков. Чем больше шло времени, тем серьезнее становилась ситуация. Что с того, что Чутянь устранил семью Чу, если так продолжится и дальше, семьи их партнеров погибнут, а торговое чудо потеряет все свои фабрики. Что они выиграют? Пострадают все, а торговое чудо потеряет все, над чем они упорно трудились последние несколько месяцев, на этот раз конфликт принял небывалые масштабы. Если торговое чудо не сможет нащупать опору, их устранят внешние силы. Ин и остальные в опасности. Мы должны как можно скорее покончить с беспорядками, иначе последствия окажутся невообразимыми. Мэн Цину догадывалась, что центральное государство захлестнет хаос, но не ожидала, что он будет таким. Она недооценила 3 великие семьи. У нас нет боевой мощи, что же нам делать? У нас нет боевой мощи. Нет уж, в порту центрального государства были 3000 лучших бойцов банды Огромной Акулы. Чутянь сказал боссу Юю, чтобы унять хаос, мне нужна мощь банды Огромной Акулы. Это отличный шанс очистить репутацию. Если вы покончите с беспорядками, это будет серьезной заслугой. 5 братьев Юй переглянулись и кивнули. Банда Огромной Акулы решила следовать за торговым чудом, поэтому нужно было доказать искренность намерений, внеся вклад. Торговое чудо столкнулось с трудностями, и банда Огромной Акулы могла им помочь. Как только война закончится, у торгового чуда не будет противников в центральном государстве, центральное государство будет принадлежать торговому чуду, к тому же банду Огромной Акулы считали пиратами. Если они спасут центральный город от разрушения, к ним станут относиться иначе. Убить. Направляемся в порт. Когда они собрались покидать арену, раздался топот копыт. К арене направлялись лучшие кавалеристы в полном обмундировании. Они неслись по улицам, вооруженные холодными светящимися копьями, словно синяя волна. Возглавлял их никто иной, как мэр Фэн Юн Лун, Чутянь жив, а что насчет Чуши? Чу Син Хэ. 800 лучших бойцов семьи Чу, безусловно, план был идеальным, но почему все пошло не так? Куда собираешься, мятежник Чутянь? Горящими, как факелы, глазами посмотрел на него мэр Фэн Юн Лун в доспехах. Ты породил хаос, захлестнувший центральное государство, коснувшийся миллиона граждан, погубивший 10 000 человек. Приказываю штормовой кавалерии, убейте Чутяня. Это была штормовая кавалерия, сильнейшая кавалерийская часть центрального государства. Штормовая кавалерия была сильнейшей кавалерийской частью страны Южного Лета, а в каждом государстве была сила, которая помогала мэру разобраться с любой ситуацией. Кавалерия двинулась вперед. Командовать ей мог или маркиз, или мэр, должной квалификации не было даже у Сюн Цзи. Штормовая кавалерия была очень могущественной, как правило, ее солдаты находились на пике совершенного тела или были экспертами пробужденной души. Они не уступали даже лучшим войскам 4 великих семей. Это было ужасно, у Мэн Цину сердце ушло в пятки. Даже если они смогут прорваться через кавалерию, это займет много времени. Как долго продержится штаб-квартира торгового чуда? Как только штаб окажется в руках врага, они потеряют самое важное. Даже если в итоге они победят, это ничего не будет значить. Фэн Юн Лун вскинул меч. Хватайте мятежника Чутяня, давайте. 100 кавалеристов подавленно переглядывались, ни один из них не подчинялся приказу и оставался на месте. Фэн Юн Лун вышел из себя. Что вы делаете? Вы не слышали приказ мэра. Вот жетон маркиза Божественного Ветра. Чутянь достал из нагрудного кармана синий жетон. Маркиз Божественного Ветра оставил кавалерию мне. Спасибо большое, мэр, что поддержали меня в такой критический момент. Фэн Юн Лун рассвирепел. Штормовая кавалерия, имперские войска, как они могут подчиняться постороннему? Убейте. Убейте его. Тот, кто посмеет ослушаться, будет казнен. Штормовая кавалерия не сделала ни единого шуга. Они считали Чутяня благодетелем, многие восхищались его навыками. Самое главное, что маркиз Божественного Ветра, отправляясь в имперский город, предоставил их Чутяню. Возможно, маркиз Божественного Ветра предполагал, что центральное государство охватит хаос, поэтому из предосторожности отдал штормовую кавалерию Чутяню. Чутянь выкрикнул. Фэн Юн Лун спровоцировал бунт 3 великих семей, схватите его. Фэн Юн Луна окружили десятки копий, его чуть не вырвало кровью. Отвезите Фэн Юн Луна обратно во дворец мэра и держите его там. Фэн Юн Лун был младшим двоюродным братом маркиза Божественного Ветра, поэтому Чутянь решил не убивать его, а просто приказал 100 солдат держать его во дворце мэра. Остальные за мной. Есть.
Чутянь привел несколько сотен кавалеристов к городским воротам. За ними царил хаос, волчья кавалерия семьи Е сражалась с солдатами центрального государства. Это была трагическая батальная картина. К счастью, Мэн Цин посоветовала Сюн Удзи подготовиться. Если бы волчья кавалерия вошла в город, последствия были бы невообразимыми, потому что центральный город и так тонул в море крови. Убить. Волчья кавалерия семьи Е сражалась с центральной государственной армией. Никто не ожидал прибытия штормовой кавалерии и демона адского огня, который уничтожил часть волков и их всадников. Сюн Удзи, покрытый кровью, сжимающий копье, сражался с Е Уда. Увидев это зрелище, он рассмеялся. А вот и подкрепление. Чутянь. Е Уда широко распахнул глаза. Ты действительно не... Он не успел сказать «умер». 5 братьев Юй, призвав огромную серебряную акулу, кинулись в гущу солдат, сия на своем пути кровавый туман. И, наконец, акула настигла Е Уда. Послышался треск рвущейся плоти. Е Уда был высокомерным, но после смерти от него не осталось даже тела. Когда 5 братьев убили лидера врагов, раздался гул рога. Лучшие бойцы банды огромной акулы видели, что центральное государство в беспорядке, но не смели действовать без приказа. Подчиняясь 5 лидерам, 3000 бойцов направились в центральное государство. Банда огромной акулы появилась всего 20 лет назад, но сокровища на дне озера помогли им быстро нарастить силу. В водных сражениях они могли сравниться с лучшими бойцами 4 великих семей. На суше они были чуть слабее, но все еще оставались мощной боевой единицей. Глава семьи мертв. Волчью кавалерию семьи Е охватил ужас. Банда огромной акулы объединилась с командой Чутяня, армией Сюн Удзи и штормовой кавалерией. Их уже нельзя было остановить. Что с того, что семья Е обладала самой большой частной армией в центральном городе, Чутянь перевернул ход сражения. Сильнейшая армия центрального государства была разбита. Кругом лежали трупы волков и людей, текли реки крови. Семья Чу, семья Ло и семья Е устроили беспорядки. Сердито взревел Сюн Удзи, подняв длинное копье. Семья Чу, семья Ло и семья Е подняли бунт. Следуйте за мной. Остановим их. Убить мятежников. 2000 солдат центральной государственной армии кинулись в центральный город. Семьи Ло и Е продолжали нападать с 2 сторон, не зная, что уже проиграли. Семья Юнь и торговое чудо едва держались. В этот миг Чутянь привел войска и спас их. Это была великая сила, и элит 2 семей быстро окружили. Е и Ло Ваньсян не ожидали подобного финала. Убить. Отдал Чутянь хладнокровный приказ. Разница между экспертами царства истинной души и 5 братьями Юй, Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Юй, была очевидной. 2 семьи не могли даже сопротивляться, а Е и Ло Ваньсян в итоге погибли на поле боя. В этом сражении 3 великие семьи, которые правили больше века, включая семью Юнь, потеряли больше половины сил. В центральном государстве бушевали беспорядки. Чутянь и Сюн Удзи окружили дом мэра, удерживая внутри Фэн Юнь Луна. А потом он привел войска, которые уничтожили 3 великие семьи. Тех, кто сдастся, они убивать не будут, а в противном случае погибнут все. Беспрецедентные беспорядки продолжались и днем, и ночью. Первый день был полон убийств, а на второй день все утонуло в крови. Это был душераздирающий день. На рассвете следующего дня центральный город заискрился светом. Над городом кружили стервятники, привлеченные запахом смерти. Убийства прекратились, однако центральный город уже был отмечен войной и разил тяжелым запахом крови. За городом текла кровавая река. Тут полностью погибла так называемая сильнейшая частная армия, известная как волчья кавалерия семьи Е. Большая часть солдат центрального города сильно пострадала. Поле боя было усыпано трупами волков, лошадей и людей, которых насчитывалось десятки тысяч. Город наполнился дымом, всюду виднелись следы сражений. Многие дома сгорели вместе со стражниками, которые пытались отмыть стены, испачканные кровью. Как трагично, оживленный центральный город превратился в поле боя, потому что 3 великие семьи перешли в наступление. Во время беспорядков погибло как минимум 30-40 тысяч человек. Это был самый кровавый инцидент, произошедший в центральном городе со дня его появления. 3 великие семьи потерпели поражение. Всех удаленных великих старейшин и глав семей убили. Лучших бойцов покалечили. Время семьи Чу, семьи Ло и семьи Е закончилось. В центральном городе закончилось правление 4 великих семей. На руинах появился новый правитель, торговое чудо. Глава 235. Конфискуйте их имущество. Конфискуйте их имущество.
Ответная атака трех великих семей была не порывом, а хорошо продуманным коварным планом. Но три великие семьи недооценили Чутеня. Благодаря поддержке банды Огромной Акулы они не только спасли штаб-квартиру торгового чуда, но и защитили основных членов компании. Применив силы, они уничтожили три великие семьи и стали победителями. Чутянь спросил, каковы потери? Мэн Цину ответила, сожгли ресторан торгового чуда, разрушили 2 магнитные звуковые вышки, уничтожили несколько фабрик. Погибло больше 1000 работников. Напали на несколько научно-исследовательских институтов в штаб-квартире, часть исследований пропала, но мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть их, проклятие. Стиснул зубы Чутянь. Три великие семьи и правда жестоки, мы не можем относиться к ним вежливо. Готовьте экипажи, мы конфискуем их имущество. Такие масштабные беспорядки не могли их не затронуть, однако торговое чудо почти не пострадало, и это можно было считать великолепной победой. Три великие семьи правили больше века, значит, они стали очень богаты, неизвестно, сколько трофеев им достанется на этот раз, Чутеня мучило нетерпение. Кто просил этих дураков воевать со мной? Пришло время собирать долги. Ты собираешься конфисковать их имущество. Подбежал к нему Юнь Тяньхэ. Это слишком безрассудно. 4 великие семьи центрального государства больше века уравновешивали друг друга, потому что держали друг друга под контролем и помогали имперскому городу. Уничтожение 3 великих семей повлияет на имперский город. Если мы не сообщим о богатстве 3 семей и присвоим его, имперский город возмутится, нетрудно догадаться, как отреагирует имперский город. Но Чутеня это не волновало, пусть возмущаются. Торговое чудо никогда не отличалось уважением. Я самый влиятельный человек центрального государства. Верно. Конфискуйте их имущество. Мы разворуем вещи 3 великих семей. Наньгун, Юнь и Мэн Ин поддержали его, а Мэн Цину промолчала. Юнь Тяньхэ не стал бы убеждать его просто так, но какое прошло было у 3 великих семей? Они жили у власти больше 100 лет. Возможно, конфликты между ними сеял имперский город, ведь если бы городом управляла одна семья, это повлияло бы на власть в королевстве. Королевству нужен был мощный регион, разделенный между несколькими силами. Уничтожив 3 семьи, Чутянь нарушил равновесие и сделал торговое чудо единственной властью центрального города. Имперский город не желал именно этого. Если они разделят богатство 3 великих семей и возьмут под контроль их ресурсы, понравится ли это королевству? Это был шаг навстречу смерти, но Мэн Цину было любопытно, что же есть среди потрясающих богатств. Чтобы уничтожить 3 семьи, торговое чудо трудилось, не покладая рук. Как они могли отказаться от трофеев? Поэтому Мэн Цин поддержала Чутеня молча. Чутянь не передумал. Все за мной, займемся конфискацией. Покраснев от волнения, Мэн Ин и Наньгун Юнь бросились на поиск экипажей. Мэн Цин тоже согласилась с ним. Этот мальчишка на самом деле не прислушивался к советам, Юнь Тяньхэ не мог ничего поделать, поэтому тоже согласился. Сначала Чутянь отправился в семью Ло, где нашел 1 200 000 000 золотом и материал, которые стоили несколько сотен миллионов золотых монет. Еще они присвоили 29 магазинов и фабрик, а за городом 11 медных и железных рудников. Это было невероятно, это были потаённые сокровища, они действительно были крупнейшей семьей центрального города. Этот золотой экипаж, запряженный нефритовым оленем, стоит несколько десятков миллионов. К тому же, в нем есть защитный механизм на случай опасности, так что я отдаю его молодой госпоже. Чутянь отдал Мэн Цин один из лучших экипажей. Молодой госпоже надлежит ездить лишь на таком экипаже. Золотой экипаж действительно был весьма красив. Под завистливым взглядом другой женщины она с удовольствием приняла подарок Чутеня. Эта пара оков 9 львов и тигров считается духовным предметом высшего класса, который способен на мощную атаку и оборону. Однако среди нас нет людей, изучающих кулачные техники. Чутянь вручил их Чэнь Бин Юй. Пусть сначала их возьмет Чэнь Бин Юй. Завтра я дам тебе несколько боевых искусств. Оковы 9 львов и тигров были одним из сильнейших видов оружия, которыми располагала семья Ло, поэтому Чэнь Бин Юй с радостью приняла их. У семьи Ло было много сокровищ. Чутянь раздал некоторые товарищам, и сокровища их приятно удивили. Следующей была семья Е, трофеи семьи Е тоже шокировали. Семья Е была семьей наемников. Денег у них было немного, но было много ресурсов. У них было несколько крупных культивационных полей, которые нельзя было купить за деньги и которые могли сильно укрепить торговое чудо. Магазины, лаборатории и полигоны семьи Ло тоже стали частью торгового чуда. Ресурсы семьи Е, огромные фермы для разведения волков, заповедники для приручения демонических зверей, военные заводы достались наемникам подземелья. А сдавшиеся члены семьи Ло и семьи Е, Чутянь сдержал обещание и убивать их не стал, но им не было места в центральном городе, поэтому им пришлось скрыться от преследования.
Что касается семьи Чу и Чутянь, отправился и за их имуществом. Сначала он забрал деньги и ресурсы семьи Чу. Прямых потомков Чуши и Чушаньхэ изгнали из центрального государства. Остальных пленников отправили в главный зал семьи Чу. Чутянь хотел разобраться с ними лично, несколько сотен мечников семьи Чу стояли на коленях, не скрывая страха и беспокойства. Человек, на которого не обращали внимания, который несколько лет назад считался отбросом семьи, над которым все издевались. Что произошло за эти несколько лет, этот человек вернулся в семью Чу с победой. В его руках были жизни и старейшин, и молодых потомков семьи Чу. Чутянь сидел на троне главы семьи, а за спиной у него стояли 5 лидеров банды Огромной Акулы и Чэнь Бин Юй. Они холодно осматривали семью Чу. Давление царства истинной души сдавливало им грудь, но больше всего они боялись юноши, сидящего на троне. Не буду тратить слова впустую, сегодня я выскажу все, когда они услышали голос Чутяня, они ощутили холод в сердце. Хотя я, Чутянь, сильно вами недоволен, в конце концов, я все же из семьи Чу. Хоть семья Чу и не была ко мне добра, я не желаю, чтобы эта вековая семья исчезла, как семьи Лоие, поэтому я даю вам выбор, члены семьи Чу недоуменно переглянулись. Вариант первый. Вы получаете деньги и уезжаете далеко, покидаете центральный город, возможно, даже страну Южного лета. Мне все равно, куда вы пойдете, я не буду преследовать вас и мстить, члены семьи Чу слабо вздохнули. Хорошо, что их не уничтожат полностью, по крайней мере, они спасут хотя бы свои жизни. Семья Чу знала, насколько жестоки клановые конфликты. Проигравшую семью всегда убивали, не оставляя в живых даже детей, не упуская никого. Кто знает, вдруг человек, которому разрешат жить, решится на месть. Разве это не создаст семье неприятности? Вероятность этого была невелика, но она все же была, и жестокий лидер не мог этого допустить. Чутянь оказался не таким безжалостным. Великая семья сама запустила процесс разрушения. Все сражения начинали 3 великие семьи. Саморазрушение отличалось от вторжения могущественного врага. Первое порождало неверие, унижение и ненависть. Второе — сожаление и страх. С одной стороны, Чутянь был достаточно уверен в произошедшем. Они не смогли победить его сейчас, так что и в будущем не смогут. Центральное государство было для Чутяня лишь перевалочным пунктом, скоро он покинет его, чтобы отправиться во внешний мир, так что побежденные уже не смогут его настичь. Дав членам семьи Чу достаточно времени, чтобы подумать, он продолжил. Второй вариант — остаться здесь и работать на семью Чу. На основе семьи Чу я создам секту Чу и позволю силе семьи Су остаться в центральном городе. Все задрожали. Чутянь хотел править семьей Чу, никто не ожидал подобного. Но Чутянь родился в семье Чу и прошел к статусу лидера по головам, а это многое меняло. Это не вторжение посторонних сил, а междоусобная борьба за право руководить семьей. Чутянь победил Чу Синхэ, значит, Чутянь был более выдающимся, чем Чу Синхэ, сила была в руках Чутяня, никто в центральном государстве не мог с ним сравниться. Семья Чу понесла серьезные потери, вот только лучших бойцов всего лишь ранили, а не уничтожили с корнем. У вековой семьи Чу была возможность оправиться. В конце концов, в центральном государстве было много вассалов семьи Чу и много талантливых людей, которые ей служили. Как только падет семья Чу, рухнут и остальные. Если кто-то возьмет в руки флаг семьи Чу и спасет власть, то сила семьи Чу останется в центральном государстве. Чутянь закончил, уйти или остаться зависит от вас. Все недоуменно переглядывались. Чутянь изгнал потомков Чуши и Чу Синхэ. Остальные члены семьи Чу относились к побочным ветвям рода. Более того, Чутяню, кажется, понравилось командовать семьей Чу. Семья Чу отличалась от других семей. Самыми ценными людьми в семье Чу были слуги. Слуги были пришельцами извне, которые подчинялись семье и не могли доставить ей неприятностей. Если они смогут работать на Чутяня, это будет даже к лучшему. Члены семьи Чу приняли решение. 5-я часть людей решила уйти. Остальные предпочли остаться в семье Чу, преданно работая на Чутяня. Став новым главой семьи Чу, Чутянь заполучил влияние на семью. Семья Чу обладала предприятиями в нескольких городах, 3 сотнями слуг и 1000 мечников. Членов семьи Чу собрали вместе, чтобы создать новую силу, секту Чу. Чутянь не отдал приказов на ближайшее время, лишь сделал их и наемников подземелья полицией. Что касается предприятий, оставшихся от семьи Чу, то Чутянь отправил туда людей, чтобы сделать предприятие частью торгового чуда. То, что нужно было забрать, забрали, тех, кого нужно было изгнать, изгнали, а тех, кого нужно было съесть, съели. Торговое чудо получило 3 миллиарда и 200 миллионов золотых монет и несметные ресурсы. Что касается шахт и полей, оставшихся от 3 великих семей, то пользоваться ими теперь будет тоже торговое чудо.
Чутянь не забрал все себе. Первым делом отдал банде огромной акулы 500 миллионов. Он обещал через год вложить в банду огромной акулы миллиард, но теперь сократил срок до полугода. Флот и порты, которые принадлежали 3 великим семьям, и ресурсы, расположенные возле озера 4 государств, передали банде огромной акулы. Мэн Цин Уон тоже дал 500 миллионов золотом. Эти деньги ушли на то, чтобы устранить последствия. Например, невинно пострадавшие семьи, сотрудничающие с торговым чудом, получили щедрую компенсацию. Компенсацию получили и граждане, пострадавшие во время беспорядков. 2 завода, где производилась бронетехника, и военный завод, которые принадлежали семье Е, получила семья Сюн. Семье Юнь подарили невероятное богатство и ресурсы, которые стоили примерно 500 миллионов золотом. Семья Сюн и семья Юнь сильно помогли Чутяню. Семья Сюн с радостью приняла огромный кусок мяса. Что касается семьи Юнь, то они приняли дар Чутяня и инвестировали в секту Юнь, которой управляли оба. Зачем угождать имперскому городу? Замысел Чутяня был очень прост. Зачем угождать алчным людям из имперского города, если трофеи можно разделить между всеми? Если центральный город объединится, кто выступит против торгового чуда? Это всех осчастливило, хаос в центральном государстве наконец-то был подавлен.